Итак, мы будем говорить о сущности жизни. Our cellular membrane. О наших клеточных мембранах. So we're going to explain why this is actually the absolute essence of your life. Мы будем объяснять, почему это абсолютно буквальная сущность вашей жизни. The membrane that surrounds all of your cells is more than just a protective membrane. It is literally life itself. Мембрана, которая окружает клетку, она намного больше, чем просто защитный слой. На самом деле это вот и есть та сущность жизни. We used to think if you took the nucleus out of a cell, the cell would die. Now we know if you enucleate a cell, the cell can go on living for months, even without a nucleus. Раньше, можно, пожалуйста, потише? Кто там? Пожалуйста, потише. Кто на телефоне, выйдите. Кто с детьми говорит, пожалуйста, выйдите. Девушки сзади, очень трудно говорить, пожалуйста. Значит, раньше принялось считать, что если вытащить ядро из клетки, то клетка умирает. Теперь мы знаем, что если на самом деле ядро вытащить из клетки, клетка продолжает жить. So if you damage the membrane of your cell, it will die immediately. It will not live on like it is if you take the nucleus out. Но если удалить мембрану вокруг клетки, то тут же клетка погибает. Поэтому без мембраны клетка жить не может. So the membrane that protects the cell is actually keeping in all of the components inside the cell. Поэтому вот та мембрана, которая окружает и защищает нашу. If we didn't have a membrane around the outside, all the chemical structure would just happen in chemical reactions, and then they would just float away in the body. So these chemical reactions are encased in a membrane. Пожалуйста, уже на 4-й лекции очень трудно переводить. Я даже его не слышу, мне приходится переспрашивать его. Значит, мембрана она защищает от всех тех химикатов, которые находятся вокруг нее. Поэтому если убрать мембрану, то все эти химикаты начнут попадать в клетку, и клетка очень быстро умирает. So the membrane manages the production of energy in your body. Мембрана она ответственна за производство энергии в вашем теле. So without this membrane, there would be no electrical charge in the body. Поэтому без этих мембран не будет электрического заряда в нашем теле. There would be no Krebs cycle. Не будет цикла. And there would be no electrical charge in the body. И не будет электрического заряда в нашем теле. So in effect, we would be dead. Так что как факт мы будем мертвы. The sheer volume of the membrane of this. Go to the next slide. The sheer volume of it. Next one. Go to the next one. Okay, this one. The sheer volume of this membranes in your body is really astronomical. И то количество мембран, которые содержатся в нашем теле, оно на самом деле просто не подвергается никаким пониманиям. The liver has 300,000 square feet of membrane. У печени примерно 30 тысяч квадратных метров мембраны. For example, that's about 4 football fields. Это примерно 4 футбольных поля. Представьте, это только печень. And that's just one organ. Это только всего лишь один орган. So it's a massive structure. Так что это очень огромная структура. There's about 100 trillion cells in the body. В теле человека порядка 100 триллионов клеток. And each one is surrounded with the same kind of membrane. И каждая клетка она окружена той же самой видом мембраны. It is this membrane that receives and sends messages throughout the body. Это та мембрана, которая получает и отсылает все сообщения по нашему телу. And the brain itself is about 60% fat. И сам мозг это примерно 60% состоит из жира. So the membrane is sending our thoughts, our messages in and out. Поэтому мембрана они посылают все наши мысли и все эти сообщения как внутрь, так и внешне. And that's important because if somebody says you got a fat head, it's actually a compliment. И поэтому на самом деле это очень важно. Если кто-то вам скажет, что у тебя жирная голова, на самом деле это комплимент. Because it means you got lots of membranes in there. Это означает, что у вас очень много там мембран. So this membrane, next one, is composed of phospholipids. И эти мембраны они состоят из фосфолипидов. And you can see there is a outer layer that loves water. И вы видите, что значит снаружи есть слой, который любит воду. And an inner part of this phospholipid.
А есть еще внутренняя часть этой фосфолипида. The inner part loves oil. А вот внутренняя часть, она любит жир. So the outer part is always facing the outer of the cell, is always in a water environment. Так что вот внешняя часть, она всегда в водяной, внешней атмосфере находится. But this double layer, this lined up like soldiers, and so they're attracted, the two tails that love oil or lipids are close together. А и вот внутри вы видите, они как солдаты стоят, эти липиды, они вот любят именно масло. And the part that loves water is always on the outside. А та часть, которая любит воду, она всегда находится снаружи. So this is what we call a Это phospholipid. то, что мы называем фосфолипидом. It always spins in this direction. Она всегда крутится в этом направлении. And as it spins, и по мере того, как она крутится, as this, if you put these two together, если вы их соедините вместе, вот эти две, and if you bring the water head to the tail head, и если вы положите вот водяную голову на масляную хвост, it will automatically spin back. Он автоматически повернется. And in doing that creates the whole spark of life. И вот посредством того, что вот это происходит, вот происходит и как бы искра жизни. So we always have to have the water-loving part on the outside of the membrane. Поэтому нам всегда нужно, чтобы у нас снаружи были водолюбивые части снаружи мембраны. Another picture of this membrane of the phospholipid. Другая фотография, картинка этих фосфолипидов. This is the part that loves water. Вот та часть, которая любит воду, он только что показал. And this is the part that loves lipids. А вот та часть, которая любит липиды, то есть масло. So it's always in the body. Every cell, whether it's in the brain or anywhere in the body, it always has this water-loving head and a lipid-loving tail. Любая клетка, неважно, это в мозгу или где-либо в другой части тела, всегда вот именно такая структура. Есть водяная любящая часть головы и нижняя часть, которая любит масло. So the outer layer is always protecting what's going on inside the chemistry, inside the cell. Так что внешняя часть оболочки, она защищает все то, что происходит внутри клетки. And they will always assemble themselves in this kind of order. Они всегда вот строятся в таком именно порядке. So through this, так что посредством этого there are channels, ion channels, where information and nutrients can go in and out of the cell. Так что вот эти вот вы видите там канал он показал, и информация идет по этим каналам, и также питательные вещества идут по этим каналам. And the waste can come back out of the cell. И также все нечистоты могут выходить из клетки посредством этих каналов. So imagine if your membranes are not healthy, what happens? Так что представьте, что происходит, если ваши мембраны нездоровы. In fact, we can take your membrane, your skin, и на самом деле мы можем взять вашу мембрану, к примеру, вашу кожу, and this part of the cell, the phospholipid part, и вот эта часть этой клетки, фосфолипидная часть, we can look at it and determine what you've been eating. Мы можем на нее посмотреть, и мы можем определить, что вы едите. So, if you've been eating bad, this will look bad. Так что если вы кушаете плохо, то это будет выглядеть плохо. Which means your cell will not be able to feed itself and get rid of the waste, and you will age fast. Что означает, что клетка не будет сама себя наполнять питательными веществами, и вы будете очень быстро стареть. So there is a reason why that I wanted to explain about this, because we have a product that is really made to make sure your membrane is always perfect. И причина, по которой я вам все это рассказываю, потому что у нас есть продукт, который именно направлен на то, чтобы наши мембраны всегда были в идеальном состоянии. And that product is de-oiled lecithin. И этот продукт называется обезжиренный лецитин. So if you want to know why you take lecithin every day, и поэтому, если вы хотите знать, почему вы принимаете лецитин на ежедневной основе, is because all your trillions of cells, all in the body and all the brain, depend upon lecithin.
Потому что все триллионы ваших клеток в вашем мозгу или в вашем теле, они все зависят от лецитина. Lecithin is probably the most concentrated phospholipid structure we have on the earth. Лецитин, наверное, самая концентрированная фосфолипидная структура, которая имеется на Земле. So it supplies this material Так что нам приносят все вот эти питательные вещества, that allows you to live, которые помогают и дают вам возможность жить. receive messages, make energy. Everything in the body is based around this membrane. Получайте сообщения, и все, что бы вы ни делали посредством своего тела, это все находится вот там в мембранах. So flip on over to a couple pictures. We're going to go fast here. Okay, here you see another section of the membrane and all these different activities going on. Вот вы видите здесь другую часть мембраны, все те активности, которые там происходят. This membrane is opening, allowing different things to come in. Вот вы видите, там мембрана раскрытая, и она позволяет входить там разным веществам внутрь клетки. Or allowing waste to get out. Или позволяет шлакам выходить. Будьте здоровы. And in doing this, as these things are spinning into the right order, they're creating energy. И посредством того, что они все это делают, и посредством того, что они крутятся, они вот и создают эту энергию жизни. So let's go to the next, the 4 phospholipids. There are 4 different phospholipids in lecithin. I think it's number, I don't know what number it is, okay. One more, right there, yeah. So lecithin is made up of all of these different phospholipids. Итак, лецитин состоит из этих 4 основных фосфолипидов. The major one in lecithin is phosphatidylcholine, this one. Самое основное это фосфатидилхолин. You also have phosphatidylethanolamine. Также это этаноламин. Phosphatidylinositol. Можно добавить фосфатол, но для сокращения будем говорить это инизитол. And a little tiny bit of phosphatidylserine. И очень маленькая часть фосфатидилсерина. You know the phosphatidylserine, you already know about that product, is for your brain. Вы знаете, что фосфатидилсерин это тот ингредиент именно для вашего мозга. To make our brain product, для того, чтобы сделать наш продукт для мозга, it takes hundreds of pounds of lecithin to get enough phosphatidylserine to put into that product. И для того, чтобы сделать этот продукт для нашего мозга, необходимо сотни килограммов лецитина для того, чтобы выделить и так уже малое количество содержания этого серина и в итоге сделать из него продукт для нашего мозга. So that's why phosphatidylserine is so expensive. Поэтому вот фосфатидилсерин настолько дорогой по своей цене. But we have it in there for the brain. Но он там содержится уже в формуле для нашего мозга. Phosphatidylcholine becomes acetylcholine for the brain. Фосфатидилхолин становится холином для нашего мозга тоже. And phosphatidylethanolamine actually makes that membrane covering. А вот эталамин, он из него состоит вот там мембранная оболочка. So lecithin is like helping you make new membrane structures every day. Поэтому лецитин по сути помогает вам создавать новые мембранные структуры на ежедневной основе. So let's go to some of the benefits. Поэтому давайте перейдем. This is just a breakdown of the different phosphatides within lecithin. К некоторым пользе. Вот разбивка этих всех фосфодилов в лецитине из одной дозы. But in the total of the lecithin, in the total serving, there is 7,250. То есть в одной дозировке лецитина будет содержаться примерно вот 7250 миллиграммов различных фосфодилов. So the choline portion is very, very important for you having a healthy liver. И холиновая составляющая это очень важный ингредиент для вашей печени. So not only we're protecting the membrane, this is the number one thing to protect your liver. Это не только помогает сохранять вашу мембрану, но и также номер один ингредиент для здоровья вашей печени. Choline helps transport the cholesterol throughout the body, from the liver to the blood. Have you skipped several slides? Go ahead. Okay. Move forward. Going up. One more. Right there. Okay. All right. So
There's a lot of healthy benefits for you every day, especially in taking care of your liver. Поэтому очень много составляющих, полезных составляющих при приеме лецитина, особенно в первую очередь для вашей печени. Remember, your liver membrane is like 4 football fields in size. Помните, что ваша печень это примерно 4 футбольных поля по размерам. So we want to keep that repaired every day. Поэтому мы хотим, чтобы ваша печень она восстанавливалась на ежедневной основе. If you have a choline deficiency, you will have an abnormal liver function. Если у вас нехватка холина, то у вас будет нездоровая регуляция печени. If you don't have enough choline in a diet, you will get fatty liver. Если у вас недостаточно холина, то у вас будет очень жирная печень. Fatty liver is not just caused by alcohol. И жирная печень, она происходит не только от приема алкоголя. It can be caused by just a deficiency of choline. Она может получиться только всего лишь из-за нехватки холина. Choline is important for a healthy heart. Холин очень важен для здоровья нашего сердца. Because these carry the fat around the body and making sure it's not accumulating. Потому что она собирает весь жир по всему телу и таким образом, чтобы жир не аккумулировался в нашем теле. One reason I like lecithin so much is because it lowers the melting point of cholesterol. Почему я люблю холин? Потому что он снижает низкий холестерин. Because the danger of cholesterol is sticking in your arteries. Потому что в чем состоит опасность холестерина? В том, что она прилипает к стенкам сосудов. And becoming hard. So if you can keep it more liquid, и они становятся грубыми. Then you're not going to have accumulation of plaque. Если они будут всегда оставаться жидкими, то они не будут затвердевать и таким образом всегда будут просто течь по нашему организму. Lecithin is going to help you maintain a healthy cholesterol level. Лецитин будет помогать вам поддерживать здоровый уровень холестерина. Lecithin also can help lower homocysteine. Лецитин помогает снижать гомоцистин, which is a key factor in heart disease. Что является основной причиной заболевания сердечно-сосудистых заболеваний. Lecithin is extremely important in reproduction and fertility. Лецитин очень важен для репродукции и фертильности. We have a number of reproductive centers that use lecithin. У нас есть несколько десятков репродукционных центров, которые используют лецитин. If you have a client that is trying to get pregnant, cannot get pregnant, put them on lecithin. Если у вас есть клиент, который не может забеременеть, то в первую очередь посадите его на лецитин. Because it will help the egg to implant. Потому что в целом он поможет яйцу импланта. Usually within 30-45 days. Some people have been trying for years. Within 30-45 days of using lecithin, the egg is implanted. Зачастую бывает, что люди не могут забеременеть годами, и буквально через 30-40 дней после приема лецитина у них все получается. So it plays a very, very important role in child development as well. Очень играет огромную роль в развитии ребенка также. The choline is transported across the membrane into the fetus. Холин разносится и попадает в итоге в матку. So it's very, very important that the lady receive or take lecithin during pregnancy. Поэтому очень-очень важно, чтобы беременная мать, она во время беременности принимала лецитин. And most important in the early stage, first quarter. И особенно это очень важно в ранней стадии беременности, в первой четверти, в первой And again in the week 20 to 25 in pregnancy, also very, very important. Особенно очень важно на 20-25 неделе в беременности. If the baby is getting that during those periods, they will have much better brain development and memory development. Если у плода будет доступ к лецитину, то у него куда будет лучшее развитие мозга. Lecithin is so important for us in memory as well for adults. Лецитин также очень важен для нас, для развития памяти для взрослых людей уже. It's probably one of the best ways to keep your memory is make sure you're getting lecithin every day.
Пожалуй, это тоже один из самых важных ингредиентов, чтобы поддерживать нашу память. Это принимать лецитин на ежедневной основе. As you know, eggs are a good source of choline as well. Как вы знаете, наверное, что яйца это очень хороший источник холина. But eggs also come with high cholesterol. Но яйца также несут очень большое количество холестерина. So this is a way to get your choline without all of the lipids and the fat. Принимая лецитин, это таким образом вы получаете большое количество холина без холестерина. By taking about 13 grams of lecithin a day, но принимая буквально примерно 13 граммов лецитина в день, you can reduce gallstones by about 50%. Вы можете снизить приступы желчного пузыря, приступы желчного пузыря на 50%. If you don't have sufficient lecithin, it's not present in the bile, then you will form gallstones very easy. Если в желчи недостаточно лецитина, холестерин образует желчные камни. Lecithin is important because it helps you with absorption of fat-soluble vitamins. Лецитин улучшает абсорбацию жирорастворимых витаминов. It also helps with the skin, like in clearing edema and psoriasis. Также очень полезен для кожи, он помогает очистить нашу кожу от псориаза и других отеков. From memory, about 14 grams a day. Для памяти необходимо принимать его порядка 14 граммов в день. Skip that one, okay. It also decreases, you can move on to the next one, decreases the resistance to disease. Он также повышает устойчивость к болезням. Because the essential fatty acids are precursors to prostaglandins in the body. Потому что жирные кислоты являются предшественниками нескольких простагландинов. So they help kill bacteria. Поэтому они помогают убивать бактерии. It's also, as we said earlier, it's very important for keeping the fat in suspension in the body. И как мы говорили ранее, очень важно, чтобы жир был в растворенном виде в нашем теле. Helps break those fats into tiny little particles. Помогает расщепить жир на те маленькие вот части. Lecithin, we also said, becomes part of acetylcholine in the brain. Также мы говорим, что лецитин это часть ацетилхолина в нашем мозге. And people with neurological disorders, lecithin is very, very good for them. И у людей с неврологическими расстройствами лецитин очень-очень для них важен. Also, it's now considered an essential nutrient. Также, значит, он сейчас рассматривается как очень важный нутриент. The new requirement under our FDA is 500 milligrams a day. 550 per day. Значит, Минздрав США говорит, что необходимое минимальное количество это 550 миллиграмм в день. One serving of lecithin gives you roughly half of the daily requirement. Одна дозировка, одна порция дает вам примерно половину вот этой рекомендуемой ежедневной дозы. One serving of this lecithin, D-oil lecithin, contains more choline than 24 oil-based lecithin capsules. Значит, одна дозировка нашего лецитина содержит больше, чем 24 капсулы жидкого лецитина, который иногда продается на рынке. Most oil-based lecithin is used in pastries and cookies and candy and chocolate and other kinds of foods. И в основном, конечно, жидкий лецитин используется при печке, то есть там всякие там выпекаемые булочки, шоколадки, пирожки и так далее. This is the D-oil part. А это именно обезжиренная часть. So there are lots and lots of benefits of using it every day. Поэтому очень и очень много важных полезных составляющих при использовании на ежедневной The first thing to remember is protecting your membrane. В первую очередь помните, что это защита вашей мембраны. The membrane is so thin around your cells. Мембрана настолько тонкая вокруг вашей клетки, that it takes roughly 10,000 layers of membrane to give you the thickness of a sheet of paper. Yes, I'm trying to find this slide. Where is it? So it's very, very thin. Для того, чтобы сложить, если вы будете складывать клетки мембраны, для того, чтобы достичь толщину обыкновенного листа бумаги, необходимо 100 тысяч слоев мембран для того, чтобы получить вот эту толщину бумаги. So put your lecithin on your food, mix it in your yogurt, put it on your salads,
every way you can use it, so you create that good choline level in the body. Поэтому добавляйте лецитин в ваш йогурт, добавляйте его в салаты, чтобы у вас всегда был достаточный уровень, полезный уровень в вашем теле. Your brain will stay sharp. Ваш мозг будет всегда очень острым. Your memory will be sharp. And your cells will be able to clean and feed themselves properly. И ваши клетки будут иметь возможность очищаться и приносить питательные вещества внутрь нее. There is no better de-oil lecithin than what you have anywhere on the earth. This is the best grade anywhere. Нет более лучшего обезжиренного лецитина на рынке, чем тот, который есть у нас. Это самый лучший лецитин. Because you're dealing with the most important part of your whole body, which is your membrane. Потому что вы работаете с самой важной точкой вашего организма. Это ваша мембрана. So look at all the functions you're doing every day when you take lecithin. Поэтому посмотрите на те все функции, которые вы делаете, вы производите, когда вы принимаете лецитин. Most everybody knows it for just memory. Большинство из вас помнит, что или знает, что лецитин необходим только для памяти. But it's helping your liver, it's helping your brain. Но он помогает вашей печени, помогает по вашему мозгу. It's helping with reproduction, helping your heart. Помогает вашей репродуктивной системе, помогает вашему сердцу. Helping your nerves. Помогает вашим нервам. Your immunity. Помогает вашей иммунной системе. Helping keep your cholesterol in suspension. Помогает вашему уровню холестерина быть на правильном уровне. So lecithin is like a miracle nutrient. Поэтому лецитин это как волшебный нутриент. So if you take the lecithin, you will absolutely stay younger. Поэтому если вы будете принимать лецитин, вы абсолютно точно будете оставаться все здоровыми. Than a person not taking it. Yes. Чем тот человек, который не принимает лецитин. Thank you very much. Да, спасибо вам большое. Спасибо.